Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее наше видео – это гротескная сага под названием «Бегство Миндича и закон мовной непорочности». Усаживайтесь поудобно и наслаждайтесь. Поехали. В тени дымящихся руин некогда гордого Киева, где воздух пропитан гарью амбиций и предательств, разворачивается гротескная сага о Миндиче, герое Украины, чья слава, словно ржавая медаль, тускнеет под тяжестью собственных деяний. Миндич — человек, с лицом будто высеченным из карпатского гранита, но с душой гибкой, как камыш под ветром коррупционных схем. Решил, что время спасать свою шкуру. Его преследует кривоносец, грозный генерал, с глазами, как два раскаленных угля, чья поступь сотрясает землю, а голос, хриплый от команд и виски, обещает Миндичу скорую расплату за все его темные делишки. Миндич, подобно крысе, почуявший потоп, мчится прочь из Украины, где каждый уголок пропах предательством, а каждый чиновник — потенциальный доносчик. Путь героя Миндича лежит в Израиль, землю солнца и апельсиновых рощ, где, по слухам, можно раствориться среди толпы, как ложка сахара в крепком чае, с чемоданом, набитым долларами, которые пахнут потом украинских налогоплательщиков, и сердцем, трепещущим от страха перед кривоносцем, Миндич садится в самолет. Его глаза, мутные, как воды Днепра после дождя, нервно бегают по салону, выискивая шпионов. Но кривоносец не так прост. Его тень, словно призрак, уже маячит где-то на горизонте. В Тель-Авиве Миндич обретает временное укрытие. Он снимает роскошную виллу на берегу Средиземного моря, где волны шепчут о прощении, а пальмы качаются, будто насмехаясь над его трусостью героя Миндича, трусостью героя Украины. Здесь среди ароматов хумуса и цветущих гибискусов он чувствует себя почти в безопасности, но покой его — иллюзия, тончайшая, как паутина, что рвется от малейшего дуновения. Не проходит и недели, как к Миндичу, словно вестник судьбы, является Умерла, еще один герой Украины, чья репутация, подобна старому ковру, истрепана и покрыта пятнами сомнительных подвигов. Умерла женщина с лицом, будто вылепленным из воска, и голосом, что режет слух, как ржавый серп. Ее глаза, холодные, как зимний лед на Карпатах, горят алчным блеском,
Она привозит с собой идею, гениальную в своей наглости. Проект закона, который станет их спасением, их индульгенцией, их золотым билетом в мир безнаказанности. «Миндич!» — шипит Умерла, усаживаясь в кожаное кресло, пока слуга подает ей бокал кошерного вина. «Мы создадим закон, который сделает Мову щитом для всех наших шалостей. Используешь украинский язык, и никакая коррупция тебе не страшна. Назови взятку щирою допомогою, уклонение от налогов патриотичным маневром, а хищение бюджета культурным внеском. И все. Ты чист, как слеза младенца. Миндич, чьи брови густые, как заросли на Полесье, залетают от восторга. Он хлопает в ладоши, его смех, хриплый и жадный, эхом разносится по вилле. Они с Умерлой принимаются за работу, словно два алхимика, колдующих над эликсиром вечной безнаказанности. Стол завален бумагами, чернилами и пустыми бутылками из-под хортицы, а в воздухе витает аромат заговора, смешанный с запахом моря. Проект закона, который они называют «мовна непорочність», это шедевр цинизма. В нем прописано, что любое преступление, совершенное на мове, автоматически теряет юридическую силу. Взяточник, произнесший «дякую за підтримку» вместо «где мой конверт?», освобождается от ответственности. Чиновник, укравший миллионы, но воспевший «Ще не вмерла Украина» на заседании, становится неприкосновенным. Даже убийца, шепнувший жертве «Спи спокійно, рідна», на чистейшем украинском может рассчитывать на амнистию. Миндич и Умерла хохочут, представляя, как этот закон перевернет их мир, сделав коррупцию не пороком, а национальной добродетелью. Но их гениальный план требует защиты, и тут на сцену выходит Малюк. Верный пес Миндича, чья фигура, словно высеченная из дуба, внушает трепет. Малюк — человек, чьи кулаки размером с арбуз, а преданность хозяину сравнима лишь с его любовью к жареной картошке. Он стоит на стреме, словно древний страж, охраняющий вход в пещеру с сокровищами. Его задача — не подпустить к вилле Сцельникова, таинственного и неуловимого врага, чье имя звучит как проклятие. Сцельников, говорят, рыщет по миру, выискивая таких, как Миндич и Умерла, чтобы сорвать их маски и предать суду. Его шаги бесшумны, как тень пантеры, а методы беспощадны, как пустынный ветер. Дни в Тель-Авиве текут, как мед из сот.
липкие и сладкие, но с привкусом опасности. Миндич и Умерла, запершись в кабинете, полируют свой закон, добавляя все новые лазейки. Они мечтают о триумфальном возвращении в Украину, где их встретят как спасителей, а не как беглецов. Малюк, стоя на балконе, вглядывается в горизонт, где море сливается с небом, а его ноздри, широкие, как пещеры, чуют беду. Сцельников близко. Малюк чувствует это кожей, покрытой шрамами былых сражений. Однажды ночью, когда луна, круглая, как блин на масленицу, заливает виллу серебристым светом, Малюк замечает тень, скользнувшую за пальмами. Его сердце, закаленное в боях, бьется ровно, но пальцы сжимают рукоять пистолета. «Сцельников», — шепчет он, и его голос низкий, как гул далекого грома, растворяется в ночи. Он не знает, что Сцельников — это не просто человек, а символ, призрак справедливости, который не спит, не ест, не ошибается. Все рушится в одну ночь. Когда Миндич и Умерла, пьяные от вина и собственной гениальности, решают отпраздновать завершение проекта. Они танцуют под звездами, их смех звенит, как монеты в сундуке пирата. Но Малюк, чьи глаза горят, как маяки, замечает движение в саду. Сцельников! Его силуэт, тонкий и острый, как лезвие, мелькает среди апельсиновых деревьев. Малюк бросается в погоню. Но Сцельников растворяется, словно дым, оставляя за собой лишь шепот: «Я вернусь». Миндич и Умерла, напуганные, но упрямые, решают ускорить свой план. Они отправляют проект закона в Украину, надеясь, что их подельники протолкнут его через парламент, пока Кривоносец занят поисками. Но Сцельников, неуловимый и беспощадный, уже взломал их электронную почту. Копия закона оказывается в руках журналистов, и вскоре весь мир хохочет над абсурдностью мовной непорочности. Миндич и Умерла, потеряв все, кроме своих амбиций, остаются в Израиле. Скрываясь в тени, Малюк, верный до конца, продолжает стоять на стреме, но его взгляд теперь устремлен не на Сцельникова, а на пустоту, где когда-то была их мечта. Кривоносец, узнав о провале, лишь усмехается, подтягивая виски в своем кабинете, а Сцельников, призрак справедливости, исчезает в ночи, готовый к новой охоте. Так заканчивается эта гротескная сага, где коррупция пыталась надеть маску патриотизма, но была поймана за руку неумолимой судьбой. Спасибо за внимание, друзья. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.